Махатма Ганди известен в истории как индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия оказала влияние на движение сторонников мирных перемен. Талантливый политик Ганди боролся за независимость Индии и за права обездоленных. Его тактику ненасильственного сопротивления знают и ценят во всем мире. Махатма Ганди родился 2 октября 1869 года на северо-западе Индии в городе Порбандар. Его семья происходила из касты торговцев, не самой высокой в индийском обществе того времени, но отец Махатмы занимал пост первого министра в своем городе. В семье Ганди строго соблюдались все религиозные обряды. Огромное влияние на него оказала родная мать Путлибай. Она была очень набожной женщиной и прививала сыну любовь и уважение к основам индуизма. Богослужение в храмах, принятие обетов, соблюдение постов, строжайшее вегетарианство, самоотречение, чтение священных книг индусов, отрицание насилия, беседы на религиозные темы – это все составляло духовную жизнь семьи юного Ганди. По обычаям того времени детей обручали очень рано. В возрасте 8 лет родители договорились о будущем браке Ганди и провели церемонию помолвки. Через 6 лет родители женили юного мальчика и девушки-ровесницы по имени Кастурбе. В это время Махатма Ганди учился в средней школе. Он обучил жену чтению и письму. Супруги прожили вместе 62 года. Для мужа Кастурба была идеальной преданной женой, следовавшей за мужем по жизни. В то же время она была умной женщиной, принадлежала к уважаемой семье и воспитывалась должным образом, и несмотря на традиционное послушание, могла отстоять свое мнение. У Кастурбы и Ганди было 5 сыновей, старший из них умер вскоре после рождения. В 19 лет Ганди отправился в Лондон, где получил юридическое образование. В 1891 году после завершения обучения он вернулся в Индию. Поскольку профессиональная деятельность на родине не принесла Ганди особого успеха, он в 1893 году отправился работать в Южную Африку, где вступил в борьбу за права индийцев. Там он впервые применил в качестве средства борьбы ненасильственное сопротивление. Большое влияние на формирование мировоззрения Ганди оказало священное писание Бхагавад-гита. Позже Ганди принял обет целомудрия Брахмачарья и стал носить традиционное белое одеяние дхоти. Потрясенный тем, как обращается в Африке с иммигрантами-индусами, он основал в Натале индийский конгресс, чтобы бороться с сегрегацией и продвигать идею самоочищения и упорства в истине, которые заключались в мирном гражданском протесте. За организацию забастовки и марша против налога для граждан индийского происхождения Ганди был арестован, однако позже британские власти вынуждены были отменить этот налог и освободить Махатму. Новость об этой маленькой победе Ганди широко освещалась в Англии, и очень скоро он стал фигурой международного масштаба. После резни в священном для сикхов городе Амритсар, где британские солдаты открыли огонь по толпе демонстрантов, убив несколько сотен человек, Ганди в 1915 году решил вернуться в Индию и начал кампанию за независимость своей страны от британского колониального владычества. Его призыв к ненасильственным протестам был услышан представителями всех классов и религий Индии. Ганди предлагал отказаться от сотрудничества с британскими властями, включая бойкот британских товаров. В ответ колониальные власти арестовали Ганди по обвинению в подстрекательстве к мятежу и на 2 года посадили его в тюрьму. В 1931 году Ганди отправился в Лондон, чтобы принять участие в конференции круглого стола в качестве единственного представителя Индийского национального конгресса. Участником конференции заполнился образ человека в традиционном индийском одеянии. Однако для самого Ганди, которому к тому времени уже исполнилось 62 года, мероприятие оказалось провальным. Британские власти не были готовы предоставить Индии независимость, а многие мусульманские делегаты конференции не поддерживали идею единой Индии, которую выдвинул Ганди. Они усомнились в том, что он выражает интересы всех индусов.
Борьба Ганди с неприкасаемостью, как с любым неравенством, также имела религиозную основу. Он считал, что изначально всем людям, независимо от их расовой, кастовой, этнической и религиозной общинной принадлежности, присуща врожденная божественная природа. После этой конференции Ганди отошел от партии, Конгресса и политики, однако продолжил борьбу за социальную справедливость для каст неприкасаемых. В итоге способность Ганди мобилизировать народные массы, непрекращающиеся мирные акты неповиновения постепенно вынудили британские власти пойти на переговоры. После того, как Вторая мировая война ослабила Британскую империю, цель Ганди была достигнута. В 1947 году его горячо любимая Индия обрела независимость. Однако надежды Ганди на то, что мусульмане и индусы смогут жить в одном государстве, рухнули, когда страна разделилась на две части, образовав Индию и Пакистан. Этот раскол привел к новому насилию, вспыхнула жестокая борьба между индуистами и мусульманами. Ганди вернулся в Дели, чтобы помочь мусульманам, решившим остаться в Индии, и объявил голодовку в защиту их прав. Он продолжал доказывать бессмысленность насилия, но, казалось, никто его не слышал. Пользуясь огромным влиянием как среди индусов, так и среди мусульман Индии, он старался примирить эти враждебные группировки. Жертвенная акция Ганди оказала необходимое воздействие на общество. Лидеры религиозных групп согласились пойти на компромисс. Через несколько дней после того, как Махатма начал голодовку, они приняли совместное соглашение. Со времени обретения Индии независимости не исполнилось и полгода, как Махатма Ганди был убит. 30 января 1948 года в результате заговора его расстрелял из пистолета молодой индуистский экстремист, который был недоволен политикой Ганди по примирению к мусульманской общине и к Пакистану. Смерть Ганди, который всю свою жизнь призывал к миру и терпимости, но так и не увидел Индию своей мечты, где не было бы места кастовой, религиозной и классовой вражде, оплакивали во всем мире. Сегодня Ганди считают национальным героем, а в рамках празднования Дня независимости Индии было принято решение о создании мемориала Махатма Ганди и выпустить почтовые марки в его честь.